Да, помню, как только все началось, если честно, я думал, что я не буду покупать. Я считал, что это полный кринж, и как бы зачем покупать то, что можно будет прочесть в интернете. Но когда ты замечаешь хорошие отзывы на эту работу, ты понимаешь, что якобы не все так плохо. Если ты отзывался об этом плохо, и потом уже когда заметил, что общество этим отзывается отлично, ты понимаешь, что тебя это уже как-то зацепляет, тебе хочется понять, что же там такого интересного. И как у нас это принято, если проект начинается быть интересным и попадать в топы, то тебе становится интересно, как же он попадает в топы, что же там такого интересного, ты по приколу начинаешь смотреть и тупо понимать. Ну, у аппарата, как всегда, несменный его ведущий я, Дэнфоб. А перед началом данного видеоролика попрошу у вас пару простых действий. Это лайк, подписка и колокольчик. Ну а также напишите в комментариях что-нибудь, что любое. Мне будет очень приятно. И, если честно, я читаю комментарии, как бы мне не лень, я смотрю. И мне будет очень приятно. И если вы сейчас смотрите, то напишите «Манго про Катю», кодовые слова в комментариях. Ну а мы начинаем. Погнали. Что ж, по-моему, если мне не изменяет память, я говорил, что если вдруг я найду этот фрагмент видео у себя в своих видео, если же этого не было, то его не будет, этого фрагмента. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, я говорил, что я не буду покупать мангу, что я не настолько фанат Сайкона, чтобы тратить деньги ради его каких-то фанфиков. Так запомните, это были слова пиздобола. Да. Короче, я все-таки взял и решил потратиться. Конечно же, на данный момент я работаю, и как бы ничего такого это не было. Для меня это было как бы не особо так и ударило по мне. Как бы решил приобрести мангу. Многие покупают просто мангу за 450 рублей, 490, то есть обычную мангу без всего. Я же решил после прохождения 4-го эпизода все-таки как-то изменил себе мнение и решил приобрести не просто мангу, а стикер-пак и открытки. Меня расстроил тот факт, что мне попалась манга без, как это называется, автографа, да. Я покупал на данный момент, когда уже автографы вовсю были у всех. В отзывах, в озонах уже у большинства есть автографы. И меня расстроил тот факт, что в моей манге не было автографа, а уже у многих он есть. Да, и меня как бы это немножко расстроило. Ну, как бы манга была уже запакована, и поэтому я как бы смирился с этим. Ничего как бы бывает, и без этого люди живут. И поэтому я все-таки заказал мангу, да, я же это говорил. Ну и я почему заказывал именно самое дорогое, то, что было представлено на главной страничке Tiny Bunny на Озоне. Во-первых, открытки это для того, чтобы освежать память, что вот якобы есть игра с отличной прорисовкой. Ну и сами открытки мне очень понравились. Стикер-пак, может, возможно, куда-то его себе применю, а может и оставлю так. Ну и саму мангу я хотел приобрести, почитать, и как бы перечитываю свои манги, покупки, как бы когда я делаю покупку на мангу, она у меня манга стоит на полке, и периодически я перечитываю серию книг данного произведения, то есть манги, и поэтому как бы и эту серию книг я, как бы, точнее эту мангу могу тоже перечитать. И поэтому я, естественно, оставляю себе, перепродавать кому-то же втридорога я не собираюсь. Конечно же, если вы хотите, я могу купить, поставить свой автограф и перепродать, но как бы пишите в комментариях, и все будет. Ладно. А если серьезно, все-таки я сделал дорогую покупку для того, чтобы поддержать авторов, чтобы 5-й эпизод тоже был качественным и всем он зашел. То есть я сделал как бы некое пожертвование. Возможно, сам стикер-пак и данные открытки не так дорого и выходят, но то есть суммируется все с этого того, что манга, доставка. Вы, наверное, не думаете, что доставка, то есть думаете, что она бесплатная, возможно, так и есть, но мне кажется, кто-то же все-таки тратит деньги на бензин, а это все-таки чем-то и учитывается. То есть и открытки, и стикеры, как бы я все себе это оставляю, и все это будет лежать на полке и смотреться красиво на полке. Поэтому
как бы и поддержка, и то, чтобы 5-й эпизод был отличным. Ну и поговорим теперь после 5 минут небольшого такого диалога, то, что обзор на саму мангу. Как бы извините, но некоторые, наверное, уже закрыли видео, извините, вот так вот бывает, я такой вот многословный. Все же сама манга не так уж плоха. Если честно, я думал, когда еще делал такие видосики, если кто с них подписался на мой канал, то вы можете заметить, я делал такие видосы, то есть когда выйдет 4-й эпизод, там готовность эпизода, там 90 там, с чем-то процентов. И большинство аудитории пришло именно с этих видосов. Большое спасибо, что вы остаетесь со мной. И как бы решился я купить мангу еще для того, чтобы снять видос и получить тоже просмотры, лайки и так далее. Как бы мне это тоже, как бы вам интересно, вы, наверное, тоже до сих пор не покупали, и возможно на моем канале вам нежданно я купил, снял обзор, и то есть человек честно рассказывает свое мнение. Никто данный видеоролик как бы не собирается банить и так далее. Надеюсь, этого не произойдет. И короче, получается, я приобретаю мангу, ее распаковываю, распаковка была, можете посмотреть. Ну и сейчас я вам расскажу. Внимание, внимание, спойлеры. Я не могу рассказывать что-то иное без спойлеров. Кто, если боится спойлеров, можете выключать видео, как бы смело. Извините, но вначале я предупредить как бы не вспомнил об этом, и как бы вот так вот, да. То есть, поэтому, если вдруг вы боитесь спойлеров, но вы хотите ознакомиться, или кто-то уже ознакомлен, тот красава, а если кто нет, тот тоже будет красавым после просмотра данного видеоролика. Если вы, например, у вас нет денег, или вы не хотите тратить деньги просто-напросто на это, а просто-напросто сейчас посмотрите обзор, кратко поймете, про что идет речь. Я вам сейчас объясню. Начинается все с того, что Катю у нас воруют, да. У нас ворует сам хозяин леса, мы видим, ее куда-то волокут, она там у нас вспоминает Антона, там говорит да, там что-то начинаются какие-то фантазии. Ну и как во многих там говорили, что якобы Катя влюблена в Антона. И многие это как бы видели и слышали, но то есть толком никто не мог понять, потому что никому не сплелили данную мангу. Ну так как бы вы можете ее сейчас, наверное, в интернете легко прочитать. Далее мы идем. Получается, мы очутились в школе. У нас также она не любит Антона. То есть до этого все это было так же, нормально. То есть все так и думали, что она его не любит. Но многие говорили, что якобы вот эта ее неприязнь, это ее высказывание любви. Ну, по сути, так и есть. Так и как сама повествует манга. У нас с вами кидает тот момент, когда Полина и Антон в школьном тупичке и замечают Катю. И Катя как бы с этого момента начинается вот это вот само история манги, то что она влюбляется в Антона. И в кабинете ей начинается мерещиться Антон. И Катя понимает, у нее начинается биться сильно сердце, то, что она влюбляется в Антона. И ей уже одноклассница мерещится, то есть по образам, по как бы прическам и по одежде и внешне мы замечаем, что, например, это Бяша, это Рома, это соседка по парте, если не ошибаюсь, Аня, это самой Кати. И мы как бы видим, что Кате это все кажется лицо Антона. И она начинает кричать, устраивать истерику. Мама, как бы Катя не понимает, что происходит, но она такая улыбается, и видим, что у нее тоже лицо Антона. И мы понимаем, что да, Катя потихонечку сходит с ума. А потом в тот момент как бы происходит, что она решается взять школьный журнал и исправить, то есть, да, оценки Антону, то есть испортить якобы после такого случая, когда она там немножко... Дальше у нас момент показывает то, что Катя идет со школьным журналом и хочет испортить оценки Антону. Но потом как бы она вспоминает Антона, снова ее сердце начинается сильно биться, она начинает снова как бы это влюбляться и так далее. И она как бы не может испортить ему оценки. Она взяла, как-то нам показывают, и поставила пятерки, дофига пятерок, очень много. И она как бы встречается с Антоном, там как бы мини-спор происходит.
потом она им признается в чувствах, что на самом деле я выражаю тебе свою, то есть такую любовь, как бы, а не приязнь, как бы я пытаюсь тебя зацепить, чтобы ты за мной бегал, там, вот так вот и так далее, на самом деле ты мне нравишься, то есть вот она из таких типов девушек, то есть на публике она его начинает как бы унижать, то есть чтобы тот на нее обратил внимание, и то есть при всех дал понять ей, что якобы я от тебя не отстану. Вот. И то есть она это делает специально. А потом она нам, то есть дает знать Антону, то есть что он ей нравится. То есть она так выражает ему свою любовь, а он не может, дурак, понять очевидного. Ну а потом замечает Лилию Павловну, и у Катьки, то есть срабатывает что-то такое-то, вот щелчок происходит, и она начинает кричать то, что вот отдай журнал, и типа ты исправил там себе оценки, потом их отводят директору, а Катю хвалят, а Антона немножко так ругают. Но как бы видим, что это, ну, чисто такой фанфик, и это, то есть на самом деле такого быть не может. Просто-напросто в жизни бы произошло намного другое. Видим отсылку на Евангелион, на отца Синдзи, как бы я плохо помню, как его зовут, но он также руки скрещивал перед собой. Это отсылка на него. И как бы директор школы дает знать Антону якобы, что мы прощаем тебе косяк, но в следующий раз еще косяк, мы выгоним тебя из школы. Как бы вот как ты, оказывается, учился в предыдущей школе. Ну и потом как бы видим, что это такая вот, ну, детская фантазия. Понимаем, что это как бы комедийное, такой вот как бы сделано в виде комедии, и ничего такого как бы не несет. На самом деле в жизни, мне кажется, просто-напросто, если бы он понаставил себе таких оценок, просто-напросто его бы постоянно спрашивали, и не дай бог он на 5 не ответил, то есть его бы спрашивали так, отрабатывал эти самые 5. Скорее всего, было бы в жизни именно так. Ну и периодически нам показывают моменты с пропажей Кати. Но все-таки продолжим сначала с Катей, потом уже с пропажей Кати. Далее момент у нас идет, то есть одноклассницы начинают спрашивать Катю, то есть правда, что он себе оценки там переправил и так далее. Да, Катя начинает, как всегда, показывать свою змеиную сторону, якобы вот, и распространять ложные слухи. Начинает как бы делать из него такого сякого, то есть да, вот он такой сякой, плохой. Вот. А потом далее нас переносит на такой момент физра. То есть, по сути, Катя и Антон в одной команде, а Ромка и Бяша в другой. Но у нас показывают именно ту версию, где Ромка и, получается, Бяша дружат друг с другом. То есть, Ромка и Бяша. Антон, Ромка с Бяшей дружат друг с другом. То есть, именно по той ветке. И Катька говорит, что она открыта Антону, но Антон вспоминает ее грехи и отдает мяч Ромке. Ромка же с Бяшей прям уже начинается какой-то лютый замес. Показывает, как они забивают мяч в кольцо. Они играют в баскетбол. И нам просто показывают, как там происходит мега объединение Вольтрона. То есть какие-то силовые удары. Сам мультик я не смотрел. Если смотрел, то уже не помню, про что там и зачем там. И кто там. Ну и нам показывают, что они используют фразы с этого данного аниме. И то есть учитель физры их начинает оттаскивать, а те у них в глазах звезды, якобы они использовали тот самый супер-пупер удар из аниме. Вот, то есть именно то, что вот происходит, так происходит. А далее нас отправляют именно на тот момент, когда пропала Катя. Это у нас начинается, по сути, совсем вот недавно, когда я вам рассказывал, что Антон, то есть, что думает про Катю, он ей высказал, но как бы далее Катя понимает, что она в него влюблена, начинает придумывать то, что якобы как ее бы позвал Антон гулять, там провожать до дома, помогал бы ей и так далее, а как бы она соглашалась на его помощи. И видим, что ее утащил хозяин леса.
хозяин леса ее тащит, и нам показывают те самые моменты. И видим нам Катя, что она снова впала в те самые чувства, что Антон для нее герой, и то, что якобы она бы хотела его сейчас видеть, и то, чтобы он ее спас. Мне кажется, сам Сайкона так и сделает, поскольку если манга была посвящена данной героине и было затрачено немало сил на ее осуществление, мне кажется, что ее мы сможем спасти. Просто в 4-м эпизоде мы уже смогли потерять ее. Кто понимает, о чем я говорю, кто прошел 4-й эпизод, тот понимает, о чем идет речь. И мне кажется, что мы сможем ее все-таки спасти, ведь не просто так было сделано манга, то что вот якобы уже есть какие-то отсылки, что якобы Антону принадлежит роль спасителя Кати. Мы это видим прям очень хорошо. Далее, что я хочу вам сказать. Прочие фанфики, которые там были, можно, конечно, разобрать. Я вам просто покажу кадры. То есть у нас видим, что как бы Катя дружит с Полиной, и Ромке не дает дружить как бы с Полиной. И просто-напросто такие небольшие, как бы такие по страничкам, небольшие такие вот мини-комиксы. В некоторых комиксах даже фразы замазали. Я не знаю, зачем это сделано. У Кати, например, у подружки. Можно, конечно, разглядеть, но это так сделано некачественно. Так сделано плохо. Зачем, я не знаю. И по сути о них такого что-то разбирать, мне кажется, можно и не смотреть. Но я все равно вам покажу покадрово. Мне понравилось самое последнее, то что якобы Катя, Рома, то есть жучут этого Антона. Рома, то есть и Катю жучут Антона, и видим, что они почему пристают. Все из-за Полины. Катя хочет спасти подругу, чтобы не досталось Антону, а Ромка просто ревнует то, что ему нравится Полина, и то, что не хочет, чтобы ему досталось Полина. И в итоге они объединяются, и как-то видим, что нас переносит, что видит, что Антон поймал Полину и тащит за волосы в лес к хозяину леса. И те все понимают, что он настоящий маньяк. Возможно, это так и есть, если идти по ветке изгоя. Возможно, нас это самое и приведут, эти самые, как бы, изменения в сюжетных ветках. То есть не зря были сделаны вот эти вот, как бы, фановые истории. Для чего-то они служат. Что ж, и сделаю выводы, что сама манга получилась очень интересной. Приобретению, можно ли ее приобретать? Скажу я вам, мои впечатления были маленечко так испорчены, но как бы иметь что-то такое связанное с игрой на протяжении, сейчас я вам скажу, сколько здесь страниц, на протяжении 96 страниц, это достаточно хорошо. Тираж у него 10 тысяч экземпляров, и я вам скажу, это достаточно хорошо. И почему сделано в виде 16+? Почему? Во-первых, в манге присутствует уже, как вы понимаете, после 4-го эпизода некая жестокость. И видим в самой манге это тоже показано, как у нас Катя оставляет, я, кстати, не дорассказал, свой кошелек, чтобы Антон нашел. И дальше у нас видим, как Катю затаскивают в гараж, и, то есть, двери захлопываются, и все, Катю мы больше не видим. И видим дальше у нас отдельные были, то есть, параллельно с то, что как Катя общалась бы с Антоном и общалась, и прочие такие вот связанные с школой и с детьми, нам рассказывается история, как мама Кати звонила в полицию, как Тихонов, и такой, видим, второй помощник, друг Тихонова, как нам показывает манга, его зовут Михалыч, Воронин. То есть это не из Ворониных, я не знаю. Нам показывают то, что это второй полицейский, который, по сути, к нам приходил в самом начале игры. Мы не знали, как его зовут, кто он такой. Возможно, он и есть маньяк. Уже можно убрать эту теорию, как бы, кто говорил фейковую историю, что он и есть маньяк, сразу можете удалять видео. Вот. То, что я вам рассказываю, это все. То есть, по сути, они там, менты,
ехали по следам, куда описывали, куда видели, куда идет Катя, искали Катю везде, по поселку, по лесу, и как бы видели следы, ну а дальше как бы все, пропажа. Они даже не смогли найти тот самый, как получается, кошелек Кати, которая специально смогла его выбросить. А Бяша по сюжетной ветке, если идти, смог его найти. Даже сейчас будет показан этот момент, что все искали следы Кати, и хоп, он находит кошелек Катькин. Именно кошелек в виде клубники. Да, видим сам кошелек и брелок в виде клубники. У нас вообще Катя, даже сама манга, видите, называется клубника. Любовь, смерть и клубника. И у Кати заколка в виде клубники. Походу, у Кати это любимая как бы ягода, и она поэтому ее как бы везде все время ее носит. А возможно, часто с ней это ассоциируется, с этой ягодой. Ну или просто так вот получилось, что привязалась данная ягода к персонажу. Что ж, манга мне понравилась, как бы можно поставить 9 из 10. Мне понравилось все, но я бы добавил больше как бы сюжета к основной манге, чем после самой манги добавить в конце какие-то фанфики, которые как бы может как-то и идут к самой игре или не идут, но я посчитал это как бы глупым, потому что вы не токийский гуль, вы не там, не тетрадь смерти и так далее, вы не такие авторы, которые могут это сделать специально, то есть это уже уместно идет. Может, кто как бы это как бы на меня как-то повлияло или нет, может кто-то не считает как бы этим таким как бы косяком или что-то еще. Но я считаю, что можно было бы продолжить основную мангу на оставшиеся листы, и все было бы отлично. А тут какие-то фановые истории. Как бы нет ничего такого в этом. Это хорошо, что есть какие-то дополнения. Здесь нам показывали наброски, нам показывали персонажей. Но мы бы могли обойтись без этого и получить побольше контента на основной манге. Если честно, я придерживаюсь больше всего этого, чем другого мнения. Как вы считаете, напишите в комментариях, продолжили вы бы основную мангу или побольше бы каких-то по одной, по две, по три страницы фанфики, которые не успели начаться, уже закончились и не имеют смысла, как бы просто есть и все, то есть протяжность тех самых страниц, которые, например, были намечены, но потом просчитались и решили показать, как нарисован персонаж на весь рост, сзади и спереди, и просто-напросто какие-то истории, которые, по сути, интересны получились, и с другого момента и не особо. Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Все же тоже интересуюсь вашим мнением. Но, да, как бы покупать мангу можно, но я бы побольше добавил основной манги, и, ну, получилась она интересной, но можно было бы добавить какой-то, я не знаю, искры, какой-то такой, если честно, я считал, что будет побольше романтики, побольше этого самого контента, но это тупо было такое себе, как бы просто на словах: я люблю тебя, ты мне нравишься, и все. Если честно, я ожидал чуть побольше какого-то, флирта хотя бы от Кати к Антону, как, например, это вы можете заметить в мод по Зайчику Other Story, где, например, скоро вообще мы можем выбрать ветку с Катей, гулять с ней, пригласить ее домой. Сам Антон может у нее полежать, как я видел, на плече, это по фотографиям, и это гораздо интереснее, чем показано в манге. Я не знаю, но манга и дополнение к игре получилось, конечно, тоже интересно. Для фанатов это полезно. Это как бы молодец Сайкона, что не забрасываешь эти самые дела, делаешь что-то разнообразие какое-то, делает фановые встречи. Конечно же, тоже надо учесть, что большое количество есть и в других городах фанатов, не только в Санкт-Петербурге, где ты и живешь, не только в Москве. На этом Россия не заканчивается.
я хочу сказать о том, что другие города тоже нужно иногда приезжать. Например, Самару, Ульяновск, Саратов, Уфа, ну и можно перечислять бесконечно. Во-первых, твоя игра получила большое количество аудитории не только благодаря таким крупнонаселенным городам, но и также малонаселенные города также тоже играют. Там тоже есть люди. Конечно, он понимает то, что ради 2-3 человек приехать это невыгодно, ради этой встречи, и скорее всего будет спланирована такая встреча, чтобы получить взаимность, то есть имеется в виду получить прибыль с тебя, с фаната, чтобы ты приобрел что-то такое, например, майка. Кстати, очень был бы доволен, если была бы майка от Сайкона с оригинальным дизайном, с оригинальным. Это как совет, как то, чтобы можно было бы приобрести, и то, что можно было бы носить и тупо рекламировать на улице. Да, в своем родном городе полно кто играет в эту игру. Я можно сказать, иногда встречаю тех самых людей, которые играют и со мной разговаривают на эти темы по этой игре, и они знают, что у меня есть канал, и у нас общая тема по этой игре. Мы, например, также делаем теории и разбираем эти темы, то есть кого мы увидим, кого нет, то есть очень интересно получилось. Как вам манга? Делайте выводы сами, но уже, наверное, большинство откажется приобретать данную мангу, по моему мнению, то есть как я вам рассказал, то есть не хватает искры. Кому-то может показалось интересно, сейчас вот я показываю кадры листовки, я листаю мангу так немножко медленно, чтобы вы увидели, то есть что вообще происходит в манге. То есть какая рисовка. Конечно, все это очень интересно. Дополнение я еще покупал. Это у меня 8 открыток и 2 стикер-пака с Алисой. Я же говорил, да, специально покупал подороже, чтобы поддержать авторов, чтобы в дальнейшем мы больше лицезрели контента, качества, и то есть про нас помнили, что мы что-то значим, что мы что-то ждем и что мы что-то хотим. Большая благодарность Сайкона. И сейчас я еще буду перечислять. Рисунки у нас делала Юлия Эйдина. Если я неправильно произношу эти самые ударения, еще раз извините. Сценарий Сайкона и Евгений Сокарев. Евгений Сокарев это у нас, да, он у нас тоже с основной игрой связан. Тоже он там делает работу. Молодец, мужик. Логотип у нас сделал Денис Попов, вот так вот, по-моему, если я не ошибаюсь. Еще раз извините, неправильно я ставлю ударение. И верстка Ярослав Вишневский. Большое спасибо вам, мужики. И одна девушка, прям вообще молодцы. Вы сделали отличную работу. Дальше еще можно приобрести, если вы, конечно, хотите, но это у нас наподобие Shonen Jump, как есть в Японии, а это у нас получается Bambook. Там тоже есть небольшие комиксы, это у нас уже есть прогресс, есть свой Shonen Jump. Можете купить его на Озоне, на Валбересе, Яндекс.Маркете. И там небольшое количество страниц выделено Ромке и Бяше. То есть тоже можно купить, прочесть. Возможно, тоже куплю. А может и нет, кто его знает, но просто ради этого хочется приобрести, узнать про что-то. Конечно, можно уже вовсю найти в интернете, прочитать и тупо-напросто сэкономить свои деньги. Ну, ребята, кодовое слово комикс про Катю пишите, конечно, в комментариях. Мне будет очень приятно, что вы пишете кодовые слова. Я лайкну ваше кодовое слово, то есть эксклюзивный лайк от автора. И мне дается поняться, то есть понять, что я делаю все не зря, более подробным и интересным. То, что я что-то трачу деньги и пытаюсь что-то для вас найти, и то есть давать, надежду, что что-то скоро будет. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.
Ну, сама обложка выполнена очень хорошо, она глянцевая. Видим, здесь у нас написано «Любовь, смерть и клубника», «Зайчик 16+», Сайкона, Сокарев, Эйдина», тут у нас написано на обложке. И сзади обложки у нас видим, как бы сказать, заколка Катина в виде 2 клубничек. И видим, у нас написано на задней стороне сайт данной игры. И написано: в тихом, ничем не примечательном поселке, окруженном со всех сторон лесом, вокруг начинаются пропадать дети. Шестиклассница с непростым характером Катя Смирнова невольно оказывается свидетелем и участником кошмарных событий. Манга создана по нашумевшей хоррор-новелле «Зайчик». И «Зайчик» у нас в кавычках. Ну и сбоку видим красные, как бы сказать, боковина. И так вот назову, написано «Зайчик». То есть уже в Читай-городе находил, можете приобрести, естественно. Я не люблю Читай-город, как бы сказать, не, сам магазин хороший, мне он нравится, но приобретать там что-то на свой страх и риск, там дорого, но как бы, если вам что-то нужно, а в наличии нет уже нигде, то у них это есть. То есть туда можно идти, если вдруг все раскупит мангу «Зайчик».